Здравствуйте, друзья! 10 заблуждений о средневековой истории. Викинги носят рогатые шлемы, Робин Гуд – современник Ричарда Львиное Сердце, а кровожадные овцы едят людей. Все это не более чем глупости и заблуждения. Школьные учебники по истории Средневековья, описывая события, часто упрощают картину, создавая подобные мифы. Мы расскажем о 10 самых известных. 1. У каждого рыцаря был замок. Замок, даже деревянное сооружение, очень дорогое, и воин-рыцарь, управлявший деревенькой, как правило, не мог себе позволить траты на его возведение и содержание. В Англии 13-14 веков было несколько тысяч рыцарских владений, но при этом всего лишь порядка 200 баронских замков. 225 в 1154 году, 179 в 1214 году. Но рыцари, конечно, не были бомжами, они жили в деревнях, в своих домах. 2. Робин Гуд жил в конце 12 века, во времена короля Ричарда Львиное Сердце. Робин Гуд – это вымышленный герой средневековых английских баллад. Со временем он стал персонажем книг и кинофильмов, песен и компьютерных игр, но относить его к концу 12 века, когда жил и правил Ричард Львиное Сердце, неверно. Длинный лук лонгбоу стал использовать в бою король Эдуард I в конце 13 века. Широкое распространение же он получил полувеком позже, в начале Столетней войны. Именно тогда король Эдуард III ввел обязательные тренировки и соревнования лучников, в которых и участвовал знаменитый герой-разбойник. То есть, если бы он жил на самом деле, то скорее всего в середине 14 века. 3. Английский лук был супероружием, которое покончило с рыцарской конницей. Этому мифу особенно поспособствовали кинофильмы, где стрелы порой легко пробивали пластинчатые панцири, словно те делали не из стали, а из картона. Боткин, бронебойная стрела, выпущенная из длинного английского лука, могла пробить кольчугу, но пластинчатый доспех был ей не по зубам. Эффект от стрельбы достигался благодаря массовости применения лучников. Они выпускали настоящий ливень стрел, и некоторая часть из них попадала в незащищенные места всадников либо лошадей. В битвах при Креси 1346 год и Пуатье 1356 год, когда луки показали себя, полные доспехи были далеко не у всех французских рыцарей. Английские лучники одержали в Столетней войне 14-15 века 3 знаменитые победы над французскими рыцарями. Однако тяжелая конница вовсе не сошла с исторической сцены и не исчезла с полей сражений. Даже в Англии во времена войны рос. Враги рыцарей множились, развивались арбалеты, швейцарские баталии ощетинивались лесом копий и алебард. Начали греметь ранние кулеврины, гуситы укрывались за Вагенбургом. Однако тяжелый доспех не исчез. Он получил дальнейшее развитие в 15-м, начале 16 века. А вот о громких победах английских лучников больше почему-то ничего не было слышно. 4. Викинги ходили в рогатых шлемах. Устойчивый образ викингов в рогатых шлемах, а их конкурентов в шлемах с крылышками пришел к нам с картин 19 века, периода романтизма. Такими викингов изобразили в пластмассовых солдатиках американской фирмы Маркс. Их хорошо знали советские дети, поскольку СССР приобрел литейные формы. Эти игрушки длительное время производили в Донецке. Определенную роль в создании мифа сыграла церковь, ведь свирепые язычники-норманы беспощадно грабили храмы и монастыри. Нет никаких свидетельств, что они носили в бою такие головные уборы, рогатые шлемы у викингов могли быть только ритуальными. Настоящие боевые шлемы викингов были коническими, либо полусферическими, порой с масками для защиты глаз и носа. Но мы точно знаем, что рогатые шлемы использовали японские самураи. 5. Рыцари действовали прямыми и очень тяжелыми обоюдоострыми мечами. Все привыкли к тому, что восточные воины вооружены кривыми саблями, а европейцы прямыми мечами – фирменный стиль. Однако воины в средневековой Европе также широко использовали фальшионы – оружие с односторонней заточкой и расширяющимся к концу клинком. Это были своего рода солдатские мечи, клинки эконом-класса для пехоты и конницы. Особенно они подходили для нанесения рубящих ударов. Часто люди думают, будто богатырские и рыцарские мечи могли весить несколько килограммов. Однако, например, широко распространенный по всей Европе в раннее средневековье каролингский меч, которым воевали и викинги, и русичи, весил чуть более килограмма. В более позднюю эпоху ситуация особо не изменилась. Средний вес любого одноручного меча был в пределах от 1,100 до 1,600 кг.
Даже бастарды, полутораручные боевые мечи, которыми можно было орудовать двумя руками, редко весили больше 2 килограммов. Тяжелым мечом практически невозможно фехтовать. 6. Масса боевого рыцарского доспеха достигала 50 килограммов. Творческий гений средневековых оружейников, конечно, мог удивлять, но превращать средневекового рыцаря в некое подобие танка Маус они не стали. Масса полного рыцарского пластинчатого доспеха 15-16 веков была в пределах 20-30 килограммов, без учета массы конской брони, разумеется, только доспехи самого воина. Профессиональный, натренированный боец мог в нем свободно двигаться, самостоятельно забираться на лошадь и сражаться. Конечно, в коллекциях можно найти доспехи и более тяжелые, но это будут либо турнирные, которые не использовались на войне, либо каминные, предназначенные сугубо для украшения интерьера. 7. Средневековье было грязным, люди в Европе не мылись и не купались. Классическое средневековье, вопреки бытующим представлениям, не было грязным и вонючим. Мыться в Европе не переставали и в темные века, а после крестовых походов банная культура расцвела. Европейские города 13-15 веков порой насчитывали десятки общественных бань и купалин. Эта сфера регламентировалась законодательно. Банная культура в Европе пришла в упадок в начале 16 века, то есть как раз с началом Ренессанса. Власти стали закрывать общественные купальни. Одной из главных причин превращения Европы из чистой в грязную была эпидемия сифилиса, поразившая Старый Свет, а также медицинские представления, бытовавшие в то время, теория миазмов. 8. Овцы съели людей в Англии 16 века. Огораживание, насильственная ликвидация общинных земель в Англии 16 века – это сложный процесс, вызванный возвращением в оборот сельскохозяйственных земель. Их забросили после опустошительной эпидемии Черной смерти XIV века и за время гражданской войны, войны роз. Процесс сопровождался изгнанием оттуда сквоттеров, которые самовольно заняли ничейные земли и достаточно долго там жили. Но в Англии 16 века случаи, когда дворяне занимали общинные земли, чтобы заняться животноводством, были в целом не очень распространенными, и вообще тогдашнее огораживание затронули не более 2% земель. Обид тогда на селе накопилась масса, и неправильно проведенные межи, и не так поделенные конфискованные монастырские земли. Неудивительно, что несмотря на небольшой реальный ущерб, слава о мероприятии пошла самая дурная. Ну и конечно, как же не вспомнить фразу «овцы съели людей». Вообще это цитата из «Утопии» Томаса Мора. «Ваши овцы обычно такие кроткие, довольные очень немногим, теперь, говорят, стали такими прожорливыми и неукротимыми, что поедают даже людей, разоряют и опустошают поля, дома и города». То есть, по сути, цитата из фантастического романа, и приводить ее в школьном учебнике все равно, что цитировать там «Звездные войны» или «Властелина колец». Массовые огораживания в Англии произошли намного позже, в 18 веке. Тогда отобрали очень много земель у людей. Именно об этом писал Карл Маркс в 24 главе первого тома «Капитала», лишь упоминая там о событиях 16 века. 9. Англичане разбили испанскую непобедимую армаду, и в войнах на море Англия всегда выигрывала. Непосредственно во время боев английского флота с непобедимой армадой в 1588 году потери испанцев были небольшими. Но затем армада стала возвращаться в Испанию кружным путем и, пытаясь обогнуть британские острова с севера, попала в шторм. При этом испанский флот потерял около половины кораблей разбившимися о скалы, севшими на мели и утонувшими. Погибло более половины личного состава армады. Но если разгром испанского флота широко известен и вошел в школьные учебники, то последовавший за этим разгром английской армады почему-то остался в тени. В следующем 1589 году англичане предприняли масштабную экспедицию в Испанию и Португалию, входившую тогда в состав Испанской империи. Однако возглавивший ее Фрэнсис Дрейк потерпел серьезное поражение, потеряв около 40 кораблей, а также более 10 тысяч моряков и солдат. Это далеко не единственная неудачная морская экспедиция англичан, но в учебниках почему-то о таком не пишут. В мировой истории популярны англофильские трактовки и черная легенда, представляющая Испанию в мрачном цвете. 10. В Англию после Вильгельма Завоевателя больше никто не вторгался. Англия – природная крепость, отгородившаяся от Европы широким рвом с морской водой. Но ров этот не всегда защищал ее от непрошенных гостей. В 1595 году 4 испанские галеры подошли к Корнуоллу на юго-западе Англии и высадили там небольшой десант.
Местное английское ополчение при виде испанской пехоты разбежалось. И неудивительно, ведь это испанская терция. Если бы армада в 1588 году высадила испанские войска на острове, история Англии пошла бы иным путем. В 1688 году во время славной революции в Англии успешно высадились голландские войска – 15 тысяч человек. Английского монарха Якова II Стюарта свергли, и королем стал статхаудер Нидерландов Вильгельм Оранский. Фактически оба государства оказались объединенными в рамках личной унии. Голландские войска остались на острове в качестве оккупационных. За Средневековьем пришло новое время, но и оно оказалось не лишено различных заблуждений. Впрочем, это же можно сказать практически о любом периоде времени. Увы. Автор статьи Михаил Поликарпов. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.